Сейчас, когда все наше внимание приковано к гибридному кризису на границе с ЕС, важно помнить, преступления режима Лукашенко против человечества начались не сегодня и не вчера. Да, тысячи нелегальных мигрантов безусловно являются его жертвами, но гораздо раньше жертвами режима Лукашенко стали мы, миллионы белорусов. И особенно страшным оружием в руках диктатора стал ковид и циничное бездействие Лукашенко по сдерживанию эпидемии с самого ее начала. Так, в прошлом году Беларусь не получила грант Международного валютного фонда в размере 940 миллионов долларов, выделявшийся специально для борьбы с ковидом. И произошло это по вине Лукашенко. Пресс-секретарь МВФ Джерри Райс эту ситуацию комментировал так. В марте 2020 года Беларусь обратилась к МВФ с просьбой обсудить возможную экстренную помощь, но соглашение не было достигнуто. Мы не нашли способа преодолеть значительные разногласия по поводу надлежащей реакции на эту проблему. В отношении Беларуси мы не требовали карантина, изоляции, но мы ожидали гарантий принятия мер по сдерживанию пандемии в соответствии с рекомендациями ВОЗ, что является нашей стандартной рабочей процедурой во всех странах. Беларусь так и не получила помощь, в которой нуждалась. Не получила из-за вранья Лукашенко, который заявлял, что в Беларуси нет ковида, и одновременно стоял с протянутой рукой, выпрашивая деньги уже у Евразийского банка, обвиняя во всех грехах МВФ. МВФ продолжает требовать от нас: давайте карантин, изоляцию, комендантский час. Такой откровенной ложью Лукашенко пытался прикрывать свою полную недоговороспособность. Но подобных условий перед ним никто не ставил. А отказ предоставить МВФ какие-либо гарантии означает лишь то, что Лукашенко с самого начала не планировал использовать ресурсы фонда по назначению. Тем временем финансовую помощь от МВФ получили 87 стран. В рамках различных механизмов кредитования общая сумма составила около 250 миллиардов долларов. Еще раз, Лукашенко сначала требовал у МВФ денег, а затем сам же отклонил все возможные механизмы помощи, не желая принимать меры безопасности, в то время как 87 стран сделали это. Давайте посмотрим на карту помощи. Что мы видим? Почти все страны Африки, ряд стран Азии и Южной Америки вошли в список 87 стран, получивших необходимую помощь и принявших условия ее предоставления. Среди них могла бы быть и Беларусь. Но безумный диктатор между спасением жизней и фактическим ковид-геноцидом белорусов выбрал второе. А какой выбор сделали его азиатские и африканские друзья? Приведем несколько примеров. Афганистан, отношения с которым Лукашенко продолжает даже после захвата власти талибами. В 2020 году эта страна получила более 600 миллионов долларов помощи от МВФ. Пакистан, еще один партнер Лукашенко в регионе, получил чуть меньше 1,5 миллиарда долларов. Таджикистан, где 27 лет власть удерживает коллега Лукашенко по цеху диктаторов Эмомали Рахмон. Но даже ему МВФ выделил 215 миллионов. Рядом Узбекистан, почти 390 миллионов от МВФ на борьбу с ковидом. Переместимся восточнее, Мьянма. В этом году власть в стране захватила военная хунта, а осуждающую резолюцию ООН по данному факту не поддержали только представители Лукашенко. Годом ранее Мьянма получила 4 транша помощи от МВФ. Общая сумма почти 730 миллионов долларов. А что в Африке? Там у Лукашенко тоже полно друзей. Но в отличие от него, все они получили помощь, приняв условия МВФ. Например, Эфиопия – 440 миллионов долларов, Камерун – более миллиарда долларов, Кения – 1 миллиард 340 миллионов за 2020-2021 годы. Или Уганда – 2 транша помощи в размере более 1,5 миллиардов долларов. Этот список можно продолжать, и не только в разрезе МВФ. Меры против ковида, вплоть до локдауна, самостоятельно принимала та же Россия или, например, Зимбабве. С самого начала было очевидно, что с эпидемией нужно активно бороться. И мы видим, что необходимые меры принимали даже те страны, которые традиционно не относят к развитым и демократическим. А многие из них еще и получили огромные суммы на реализацию этих мер. А что Лукашенко?
Сам тайно привился Pfizer, но не вводит локдаун даже в 4-ю волну пандемии. Наоборот, он отменяет масочный режим, требует убрать предупреждающую информацию из общественных мест, запрещает европейские вакцины, заявляя, что белорусы побегут на Запад за инструкциями от кураторов и буквально заваливает страну трупами. Это медицинский геноцид в центре Европы. Кто-то скажет, но ведь недавно даже Лукашенко получил ресурсы от МВФ в виде специальных прав заимствования. Тут важна оговорка. Эти ресурсы не выделялись на помощь в борьбе с ковидом, строительство больниц или закупку вакцин. Целью их распределения была поддержка экономик стран-участниц МВФ. И получили их без каких-либо условий все страны, кроме Венесуэлы, Мьянмы и Афганистана. Но и в этом случае каких-либо ответственных действий со стороны нелегитимного правительства не последовало. Лукашенко предпочел не использовать полученные ресурсы для спасения белорусов. Вместо этого он продолжает убивать нас, наших знакомых, друзей и родных. Поэтому мы просим вас, сделайте все возможное, чтобы сберечь свое здоровье и жизни. Во-первых, прививайтесь. Об эффективности разных вакцин можно спорить, но любая из них лучше, чем заражение ковидом и его последствия. Во всех цивилизованных странах необходимость вакцинации не вызывает сомнения, как мытье рук или чистка зубов. Во-вторых, избегайте любых массовых мероприятий и скопления людей. Обязательно носите маски в публичных местах и общественном транспорте. В-третьих, по возможности возьмите отпуск, больничный, перейдите на удаленку и оставайтесь дома. Защитить себя можем только мы сами.